Всем привет, дорогие друзья, с вами Фил, и пока вовсю идет тестирование новой карты, разработчики совсем не сидят на месте. Сегодня на открытые тестовые сервера выходит 9-е обновление PUBG. Погнали! PUBGDrop.com – первый и лучший сайт по открытию кейсов. Ежедневный бесплатный кейс. 10 рублей на покупку кейса за регистрацию. Пополнение баланса любыми способами, даже скинами из Steam. А также вас ждет куча кейсов, перед которыми вы не останетесь равнодушными. PUBGDrop.com. Ссылка в описании. А при пополнении от 1000 рублей вы получите плюс 70% к балансу. Сегодняшние изменения направлены на улучшение режима наблюдения пользовательского интерфейса и исправления ошибок. Как вы уже поняли, сервера работают и на них можно протестировать это обновление. О сроках выхода на основу пока что ничего не говорится, но по предыдущему опыту, если все будет нормально, то основной клиент обновится уже в четверг в 5 часов утра по Москве. Если что-то пойдет не так, то будем еще тестировать. К большому сожалению, чтобы поиграть сейчас на тестовом сервере, надо обладать просто бешеным терпением, так как там нереально много читеров, прям вообще невозможно. Даже вот такие супермены есть как на скрине, которые просто летают и всех убивают. Ну да ладно, не будем о грустном, давайте о том, что же конкретно изменилось в игре. Первое — режим наблюдения за своим убийцей. Да-да, теперь мы можем наблюдать за вражиной до конца матча. Чтобы перейти в режим спектатора, надо просто на экране после смерти нажать кнопочку «Наблюдать». Если же нас убьет синей или красной зоной, то мы можем перейти в режим наблюдения за ближайшим к нам игроком. И как по мне, это довольно классная функция. Конечно, в начале или в середине матча смотреть нечего, а вот под конец иногда реально очень интересно, кто возьмет топчик. Удобно то, что если врага, за которым мы начали наблюдать, убьют, нас переключат в наблюдение за его убийцей. И так до тех пор, пока кто-то наконец не выиграет. Поэтому, если очень хотеть, теперь можно смотреть топчики прям во всех своих катках. Единственной неприятной ситуацией тут будет отключение игрока от сервера. Как я понял, мы сможем наблюдать за ним, пока его не убьет, и только потом переключиться на следующего. В режиме дуо и сквадов, естественно, нельзя следить за врагами, пока хоть один член вашей команды жив. Тут все понятно, а то было бы очень нечестно. Если вам показалось, что игрок, за которым вы наблюдаете, использует читы, то на него можно сразу же отправить жалобу, нажав на английскую кнопочку R. И еще один важный момент: если вы воспроизвели камеру повтора смерти, то в режим наблюдения перейти уже не получится. Это как-то не очень годно сделали, но выбора у нас нет, придется терпеть. И раз уж такую функцию реализовали, лично мне хотелось бы иметь возможность переключаться между игроками. Все равно это никак не повлияет на игровой процесс, зато появится гораздо больше шансов выявления читеров. Подумайте сами, щелкаешь так по оставшимся врагам, смотришь, один из них взял и полетел. Сразу же кидаешь жалобу, и если за игру их прилетает много, разработчики должны сразу проверять игрока. Второе изменение касается пользовательского интерфейса, или правильно даже было сказать стандартных настроек. Теперь у голосового чата по умолчанию будет стоять значение «только команда». Третье — исправление ошибок. Исправлена ошибка с внезапным переворачиванием транспортных средств на ровной дороге, а также ошибка с нереально сильными отдергиваниями при езде. Пофиксили баг, из-за которого не показывался ник врага при просмотре киллкама. Плюс скорректировали ось вращения персонажа во вкладке «Кастомизация». Теперь, по словам разработчиков, крутить нашего персонажа будет удобнее. И на этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Не поленитесь поставить под видео лайк, подписаться на канал и обязательно поставьте колокольчик, чтобы не пропускать свежие новости по PlayerUnknown's Battlegrounds. Удачи вам, дорогие друзья. Пока-пока.